Всем привет! Сегодня мы научимся создавать маски с 2D предметами. Рассмотрим мы два варианта. Первый, когда просто 2D предмет находится на сцене, он не привязан к лицу, это пригодится вам для декорирующего фона. И второй вариант, это когда 2D предмет привязан к лицу и двигается вместе с ним. Давайте начнем с первого варианта. Открываем Spark и нажимаем Blend Project. После открытия настраиваем сцену под себя и приступаем к созданию. Для первого варианта на панели слева нажимаем правой кнопкой мыши, если Windows, и Ctrl плюс мышь, если Mac. Наводим на Add и далее спускаемся вниз и выбираем Plane. На сцене появится квадрат с отсутствующей текстурой. Давайте создадим для него материал. Для этого переходим на панель справа, находим Material и нажимаем на плюс. После чего пропадает шашечка и появляется серый материал. То есть мы создали материал для нашего плейна. Теперь перейдем на панель слева, переходим в Assets, нажимаем на Material, он называется Material 0, и возвращаемся на панель справа. Давайте нажмем на текстуру и выбрать новую текстуру. Откроется диалоговое окно, в котором нам нужно выбрать изображение. Выбираем нужное изображение и нажимаем «Открыть». Изображение применилось, и оно, как мы видим, статично. Мы можем подвинуть изображение, поменять его масштаб и ротировать. А также можем изменить область, в которой находится изображение. Для этого нажимаем на Plane и возвращаемся обратно к правой панели. Здесь меняем как нравится такие свойства, как Position, Scale и Rotation. Position можем указать на 1, ну и она сдвинется направо, то есть пропадет. Если мы укажем 0,2, то она просто сдвинется направо. Давайте вернем обратно 0. Если изображение при импорте у вас стало нечетким, то я напомню, что всегда вы можете отключить компрессию. Для этого нажимаем на материал, здесь выбираем Manual Compression и нажимаем No Compression, после чего выбираем лучшую компрессию для вашей платформы. Мы научились использовать 2D объекты для декорирующего фона. Плавно переходим ко второму варианту, когда мы хотим, чтобы 2D предмет двигался за лицом. Для этого нам нужно создать Face Tracker. Переходим к панели слева, выбираем Add и нажимаем на Face Tracker. После чего зажимаем Plane и перетаскиваем его на Face Tracker. Plane привязывается к Face Tracker, и как мы видим, теперь расположение 2D предмета зависит от расположения лица. Здесь вы можете делать с этим 2D предметом что хотите. Также можете изменять его свойства и параметры. Создание маски, которая содержит 2D предмет, очень схоже с созданием маски с рисунком на лице. И процесс их создания очень прост. Используйте 2D предметы в основном для декорирования фона. Я надеюсь, что урок вам понравился. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Всем спасибо, увидимся в новых уроках.